Всем привет! На ремонт нам привезли редуктор от лодочного мотора Yamaha 9.9-15 после сильного удара. Владелец рассказал, что был хороший удар, при этом мотор был зафиксирован. Он забыл защелку поднять на верхнее положение для того, чтобы при ударе мотор откидывался. Владелец показал, что при включении какой-либо передачи грибной вал все время вращается, как будто на нейтрале. Даже если включать любую передачу, грибной вал все время отдельно от вертикального. Нет зацепа. Видимо, там что-то серьезное случилось или оторвалось. Ну и также мы видим, что грибной вал имеет небольшое искривление. Шлицы не потянуло. Они остались ровные. То же самое шлицы на вертикальном валу. Ну и, кстати, искривление грибного вала совсем небольшое. А прежде чем мы продолжим, хочу посоветовать интересный канал наших друзей Fishing Story TV. Команда позитивных ребят, которые специально для вас проводят увлекательные тест-драйвы лодок и лодочных моторов. Показывают обзоры в одномоторных новинок, рассказывают о тюнинге и доработке лодок и моторов. Покажут, как своими руками провести ремонт и обслуживание лодочных моторов. Контент канала может быть интересен как новичкам, так и профессионалам. Сейчас у них проходит конкурс. Много призов и также много шансов выиграть. Давайте поддержим ребят подпиской. Переходите на их канал по ссылке в описании. Этот редуктор с лодочного мотора примерно 97 года выпуска. Как я определил год выпуска? После 98 года вертикальный вал уже идет облегченный. То есть шлицевая часть у него одного диаметра, затем диаметр уменьшается. И уже ближе к водяной помпе диаметр увеличивается. Но до 98 года вал был цельный, не облегченный, такой же, как и на предыдущих старых моделях Yamaha. Это никак не влияет на надежность, абсолютно никакое не удешевление. Моторы работают очень долго, валы не скручивает, не ломает. То есть не надо говорить, что Yamaha после какого-то там 98 года начала удешевлять. Это все не так. Сейчас мы будем разбирать редуктор. Я думаю, что там будет интересно. Посмотрим, какая поломка. Владелец пытался самостоятельно разобрать редуктор, чтобы посмотреть, что там случилось. Пытался выковыривать эту обойму грибного вала при помощи двух отверток. Но здесь это бесполезно. Она очень хорошо закисла, и мы ее разбираем при помощи нашего съемника. И без нагрева разобрать не получится. Мы сняли решетки для забора воды, чтобы они не расплавились. И сейчас будет нагреваться корпус редуктора. Грибной вал оказался цел. Его нужно только править. Шестерни и подшипники, на первый взгляд, в хорошем состоянии. А срезала вертикальный вал. При вращении вертикального вала шестерни в редукторе не вращаются. Наклонив редуктор, выпала нижняя шлицевая часть вертикального вала. Ее вот так аккуратно срезала. Здесь резьбовая часть, гайка, которая закручивается. Сюда устанавливается пиньон. Значит, потребуется замена вертикального вала и правка грибного вала. Ну а дальше сейчас посмотрим остальные подшипники.
Дело в том, что эти ранние модели отличались от поздних, которые в том числе выпускаются сейчас. В нижней части вала количество шлицов 8 штук, в том числе и во внутренней части пиньона. А на новой модели, уже которая шла после 98 года и по наши дни, здесь на шестеренке и на валу 10 шлицов. Поэтому вертикальный вал от старой модели стоит очень дорого. И, наверное, даже тайваньских аналогов не бывает. Китайских тем более. Для того, чтобы установить более дешевый вал, не покупать оригинальный вал, а немного сэкономить, например, купить тайваньский, нам придется приобрести вал от новой модели и заменить вместе с шестеренкой. Иначе мы просто не вставим сюда 10 шлицов, так как здесь 8, не соберется. Это единственный выход из положения. Скорее всего, владелец на него согласится. Либо заказывать оригинальный вертикальный вал из Японии, который стоит 15 тысяч, плюс стоимость доставки пару тысяч. От предыдущей модели Yamaha, модели D, вертикальный вал не подойдет, хотя они очень похожи, но он другой. И на них тоже в нижней части 8 шлицов. То есть этот пиньон устанавливается без проблем на этот вал. Пиньоны были одинаковые. Ну, это такая, наверное, переходная модель Yamaha, у которой еще было 8 шлицов, а далее они уже зачем-то изменили на 10 шлицов. Вынули вертикальный вал, и вот что произошло. Срезала нижнюю шлицевую часть. Но при этом сами шлицы как вертикального, так и гребного вала остались абсолютно целыми и не провернутыми. При снятии пластины помпы увидели такую картину. Коррозия съела немного эту пластину, еще немного, и образуется дыра. Предложили владельцу сразу это заменить, всю эту пластину, чтобы потом не было проблем. Все равно мы сюда залезли. Ну, владелец согласился. Будем менять сальники, менять пластину основания помпы. И владелец также еще хотел привести сам мотор на укорачивание. Поэтому вертикальный вал мы заказываем сразу короткий. И будем укорачивать тягу переключения. Поэтому в любом случае пластину основания помпы придется снимать. Сразу ее и заменим. Этот мотор мы можем укоротить на все 127 мм, поэтому мы можем приобрести оригинальный короткий вертикальный вал вместе с шестеренкой от новой модели. Сейчас мы будем собирать редуктор, новый короткий вал, новая шестеренка, которая отличается по шлицам, и новая пластина основания помпы. Все запчасти мы приобретаем тайваньские. Китайскую шестеренку, сделанную для китайского лодочного мотора, например, Ханкай, Хайди, Парсун, ну и другие. Их сюда ставить нельзя. Они подойдут по шлицам, но модуль зуба здесь другой. Она будет закусывать, и в итоге развалятся все шестерни. Приобретать нужно на Ямаху либо оригинальную ямаховскую, либо тайваньскую, сделанную специально для Ямахи. И то же самое нельзя для китайского мотора покупать одну шестеренку тайваньскую. Только если приобрести весь китайский комплект из 3 шестеренок, только тогда его можно ставить на Ямаху, если это кому-то будет нужно.
После того, как мы собрали редуктор, даем давление до 1 килограмма и проверяем на герметичность. Все сальники установлены новые, и проблем с этим быть не должно. Вот. Мы переключаем передачи, вращаем оба вала, вертикальный и гребной вал. И проверяем, чтобы давление не падало. Так и есть. Давление держит, можно заливать масло. Ну вот и все. Редуктор собрали. Отдаем владельцу. Позже он нам еще привезет ногу для укорачивания. Но я думаю, что этого мы уже показывать не будем. Видео про укорачивание ноги на Yamaha 15F есть у нас на канале. Правда, оно старое, раннее видео. Но ссылку мы дадим в описании. На этом все. Всем пока.